Беседа про Бусидо. Хагакура. Жена организует месть. Из Хагакуры. Идеальная самурайская семья, по мнению Мамото Цунетомо. Мы прекрасно представляем себе японских жен. Они тихие и покорные, шуршат по дому и не мешают мужьям заниматься своими настоящими мужскими делами. Именно поэтому я сегодня решил поднять тему идеальных самурайских жен. Прояснить вопросы и, может быть, понять что-то нам поможет Ямамото Цунетомо и его Хагакуры. Вопреки ожиданиям, не будет ни слова про покорность и молчаливость. Самурайская жена устроит хардкор. Хагакура. Самурай, его жена и месть. Человек по имени Такаги поссорился с 3 фермерами, жившими поблизости, и однажды был избитыми по пути с поля домой. Его жена спросила у него: «Не забыл ли ты, что говорят о смерти?» «Нет, конечно», — ответил он. «Мы знаем, что в любом случае человек умирает только один раз», — продолжала она. «Можно умереть от болезни, на поле битвы, взять сэппуку или следствие казни посредством отсечения головы. Но как бы человек ни умирал, жалкая смерть — это всего позорнее для него». Сказав это, она вышла, но скоро вернулась. Она заботливо уложила детей спать, приготовила факелы для ночного поединка и сказала: «Я хотела на разведку, и мне показалось, что я видела, как эти 3 человека собрались вместе на совет. Теперь настало время, пошли скорее». После этого, вооружившись короткими мечами, мужчина и его жена вышли из дома с факелами в руках. Они лихо ворвались в дом, где собрались фермеры, и убили 2 из них, ранив при этом 3-го. Впоследствии мужчину приговорили к сэппуку. Ямамото Цунетомо, Хагакура. Самурайская жена и честь ее мужа. Злые языки могут заметить, что хитрая жена избавилась от нелюбимого мужа. Однако по законам средневековой Японии самурая все равно ждала смерть. Воин по глупости вляпался в неприятности и опозорился. Разнообразия казней в то время не было, голову рубили и за меньшее. Взошедшее все равно стало бы известным. Вначале самураем стало бы посмешищем, потом история дошла бы до даймё. Итог: разбирательство, суд, смерть и позора. Если бы самурай победил бы тех людей, а ссора возникла не по его вине, все могло бы быть иначе. В этом случае самурай защищал бы свою честь и был бы прав. Быть может, его даже наградили бы. А тут какие-то мужики избивают воина, смысл жизни которого война. О каком-то сохранении лица речь не идет. Какое тут лицо? Морды с размаху и в самую грязь. Конечно, самурай мог бы бросить все и сбежать, куда глаза глядят, и стать ронином. Ронины тоже ведь когда-то были самураями. В конце концов, в этот период по стране бродило около 400 тысяч ронинов, так что наш герой точно не был бы одинок в своем горе. Но его жену с детьми в любом случае ждала незавидная участь. Если бы муж сбежал или был бы с позором казнен, ее ждало лишение имущества. С детьми на улицу. В лучшем случае она смогла найти бы убежище в храме или вернуться к родителям, если те были еще живы. Или что? Попытаться пристроить детей в город цветов, самой стать гейшей, для жены самурая это такое хуже смерти. Тут можно заметить, что реальная жизнь гейши разительно отличалась от распространенных романтических образов. По вопросу можно рекомендовать хороший фильм «Мемуары гейши». Именно поэтому женщина пришла к мужу и напомнила тому про смерть. Она понимала, что муж смолодушничал, но его в любом случае ждала смерть. Жена помогла мужу заработать смерть воина, но не труса. Собственно, финал об этом и говорит. Разбирательство признало не только проступок, но и то, что самурай разрешил проблему, пусть и запоздало. Для воинов того времени смерть через сэппуку, то есть харакири, считалась почетной. Вполне возможно, что женщине осталось имущество мужа. В конце концов, она имела возможность как-то устраиваться дальше. И могли назначить на содержание или помочь вновь выйти замуж. В любом случае, это много лучше, чем никуда с детьми. Фермеры и самураи. Из истории не очень понятен статус участников. Хагакура представляет собой сборник бесед с Ямамото Цунетомо периода с 1709 по 1716 годы. При этом больше чем за 100 лет до этого произошла охота за мечами. Сёгун Тоётоми Хидэёси указом от 29 августа 1588 года повелел отобрать у населения оружие. Сёгун – военный диктатор и фактически правитель страны. Участие императора в управлении было формальным. Именно указ об охоте за мечами закрепил жесткое разделение между сословиями средневековой Японии. До этого между классами крестьян-самураев была возможна некоторая мобильность. То есть обычный крестьянин мог стать осигару, легконогим, вооруженным яри, вид копья, пешим воином. Собственно, именно из-за сигару, а не из конных самураев состояли армии того времени. Решение было бюджетом настолько, что зачастую все вооружения сисигару состояло из заточенного бамбукового копья. Другими словами, большинство сигаров это крестьяне с заточенными бамбуковыми палками. Однако при некотором везении и способностях осигару мог проявить себя. Его потенциал мог заметить кто-то из высокопоставленных воинов. В дальнейшем легконогий мог даже стать настоящим самураем и заслужить надел. Неплохой социальный лифт для того времени.
Правда, Сигару становились и небогатые самураи. Небогатые настолько, что они не только не могли позволить себе боевого коня, но и сами возделывали свое рисовое поле. То есть по факту от простых крестьянах отличало только наличие меча. Иронией было то, что запретивший перемещение между сословием Тоётоми Хидэёси сам происходил с крестьянской семьи. Будучи всесильным правителем Японии, к вершинам власти поднялся с самых низов, но для других он этот путь закрыл. Ямамото Цунэтома рассказывает истории в неопределенном времени. То есть события могли произойти задолго до охоты за мечами, когда у крестьян еще могло быть припрятанное оружие. Но скорее всего речь о событиях, когда разница между крестьянскими и воинскими сословиями уже была жесткой. Крестьяне — это только крестьяне, самураи — это только самураи. В истории упоминаются фермеры, то есть вероятнее всего речь про обычных крестьян. Правда, если крестьяне повздорили с самураем и избили его, они были соседями нашего самурая и просто обязаны были знать, кто он. Почему они так себя повели? Быть может, самурай часто вел себя неподобающим образом и его не уважали? Или он недопустимо сблизился с крестьянами, и те стали грубо шутить над ним? Тот ответил, и понеслось. Известна, кстати, проблема управления, потеря дистанции между начальством и подчиненными. А быть может, крестьяне напились и решили поиздеваться над самураем, с которым они особо не считались. В конце концов, даже самурай на полевые работы не станет брать с собой меч, а в поле они все просто работяги. С другой стороны, после драки они собрались на совет, значит, они понимали, что события получат развитие. Может, они хотели напасть первыми, просто их опередили? Замечу, что самурай и его жена организовали молодую вылазку, и на их стороне была неожиданность, но они смогли убить только двоих, третьего ранили. По всей видимости, крестьяне все-таки сумели оказать сопротивление. Во времена Ямамото Цунэтома надобность в Сигару из крестьян уже отпала. Япония ушла в самоизоляцию, страну объединили, в стране наступил мир. Так что это были или совсем уж обнаглевшие крестьяне, или такие же самураи Сигару. Однако Ямамото Цунэтома дает четко понять, что Такаги был самураем. Упоминаются сэппуку и два меча. А вот обидчики были просто фермеры. Таким образом, с уверенностью можно говорить, что у самураев проблемы возникли именно с крестьянами. Индустрия сформировала у нас образ японских крестьян как задавленных тяжкой работой людей, которых самураи жестоко эксплуатировали и убивали по прихоти. Получается, что крестьяне были не так уж просты. Японские жены. Но самое интересное в истории — роль жены. Ведь главное тут она, и это очень важный момент. Женщина ведет себя намного более по-воински, чем ее потерявшее лицо муж. Мы видим не просто семью, в которой кормилец попал в безвыходную ситуацию. Перед нами настоящее боевое партнерство. Муж и жена вместе вооружаются мечами и идут осуществлять месть. История подается как пример для подражания. И что там у нас с образом японок? В разные периоды Японии отношение к женщинам было очень разным. В одно время они обладали верноправием, в понятиях того времени, конечно. Но в период сигунатов началось усиление конфуцианской традиции, опять от Конфуций. К женщинам стали относиться как к говорящим инкубаторам яйцеклеток. До 1908 года в Японии муж имел право убить жену за провинность. Про гендерное равенство рано говорить даже сейчас, в 21 веке. И в наши дни в Японии ситуация местами неприятная, иногда просто жутковатая. При этом мы в очередной раз видим, что даже средневековые самурайские авторы воспринимали женщин, если не как равных, то как обладающих честью и своим мнением людей. И это очень важно, потому что для любого азиата вопрос сохранения лица является основополагающим в его отношениях с внешним миром. Потерявший лицо человек перестает быть человеком. Тут тоже, кстати, небольшой без Конфуция, но об этом будет отдельный разговор. Тут просто замечу, именно Конфуций был автором основополагающего для самураев принципа «честь важнее жизни». Но также у женщин есть право решать вопросы жизни и смерти, а для жителей средневековой Японии это абсолютная, высшая власть. Бусидо говорит, что честь — это внутреннее состояние. Тебя могут лишить жизни, но не чести. Честь ты лишаешь себя сам, своими действиями или бездействием. Автор Гагакура учит молодых воинов, каких женщин нужно брать в жены, и напоминает, идеи Бусидо женщинам тоже доступны. Вообще, подобная история в очередной раз подтверждает, что японки во все времена играли важную роль и умели добиваться своего. Да, мужчина сильнее, он прямолинейный и жесткий, но у женщин тоже есть своя сила, прежде всего хитрость и расчетливость. Женское влияние на события не такое явное, но не менее значимое. Даже Википедия напоминает, что реальные японки очень сильно отличаются от принятого стереотипа о покорности. Они только выглядят тихими и послушными, но стоит понимать, что это только одна сторона их личности. Реальность много сложнее. С вами был Серпень. Благодарим за просмотр. Оставайтесь с нами и до новых встреч.